Здравствуйте. Межрегионгаз. Вам было направлено уведомление о том, чтобы мы у вас провели проверку. Вы получали? Посмотрим. Документ сначала. Межрегионгаз. Так, что у нас? Кузьмова Анжелина Леонидовна. Да, Анжела Леонидовна, контролер газа. Так, если до какого? 24-го, да? Оно бессрочное вообще-то удостоверение. Так, а у вас что? 34-я, Козлова Наталья Степановна. И где? Что? Срок. Оно Срок. бессрочное. Оно бессрочное. Бессрочно у вас? Бессрочное. Так, а доверенность где у вас? Доверенность на что? На действие от юридического лица. От На какого основании юридического? постановления 549 мы не должны предоставлять доверенность. Какое постановление? 549. Ну, пожалуйста, Вам покажите. было отправлено. Это все вы В соответствии все прочитали. с пунктом 58 правил лица, участвующие в проверке, вот, Каких обязаны. правил? Ваших правил? Да. Предъявить обязательное удостоверение, а по требованию абонента Это ваши основной правила. документ. Это Ваши постановление внутренние. 549. Ваши внутренние правила, Да, они или у нас- ниже законов. Чьих? Ваших? Каких? В государстве. Ну, Каких вообще-то ваших? это принят. Вы не видите, что он Что? подписан? Вы такое получали уведомление? Конечно, Конечно, получал. Ну, у вас есть вопросы, вы знали о том, что мы к вам приедем. У вас были какие-то вопросы по этому уведомлению? Конечно, вы их получали в моих письмах. Каких? После вот этого уведомления? Конечно, и до этого. Я вам объясняю. Вы проверку будете осуществлять? Вы документы будете показывать? Я вам Вы объясняю. понимаете, вы Ваше требуете удосто- того ваше удо- удостоверение. ваше Паспорт удостоверение, Российской Федерации. У ваше вас есть удостоверение, вопросы ко мне? это ваш пропуск. Так, вот именно. Пропуск вам домой. Охранникам вашим пропуск. Это пропуск охранникам у нас называется пропуск. Это во-первых. А удостоверение Ну, это у мое вас называется и удостоверение. что? Ну вот, это называется у всех людей. Представляете себе, вот есть такие Ну. люди везде такие. Объясняю вам, если вы нам отказываете в допуске, после того, как вы получили это уведомление. Вот, на основании пункта 45 правил в случае отказа Это ваши допуска правила. представителей, Объясняю вам. это общие В правила. допуске представителей. Вы требуете то, что по априори не существует. По постановлению Существует, 549 В общем, Это подождите, ваши правила. Я вам Дальше. объясняю. Наши правила, ваши правила, это можно рядиться долго. А это кто? Объясняю. Это О том, наши что сотрудники. вы нас не Вы кто? допускаете. Я вам объясняю. Дальше, представьтесь. Еще раз, кто-кто? Надежда Анатольевна, Татьяна Ильинична. Ваши документы где? Подождите, Надежда Анатольевна, Татьяна Ильинична. с документами объясняю вам. Так, что за номер? 819 XTX. Вы меня будете слушать? Ну а вы что основании еще того- говорите? Вы меня не слушаете просто. На основании Вы того, кто? что вы получили ваше уведомление о допуске, оно у нас с вами согласовано. Вы будете сейчас отключены от сети газоснабжения. Вами, да? Да. Нет, сначала мы пишем акт о Сейчас? недопуске. Вы нас не пускаете, правильно? Ну у вас ничего с собой нет. В смысле? У нас есть документы. Какие удостоверения ваши? И паспорт личности. Можно Ну, садитесь, конечно. Нет, ну мне же нужно написать. Покажи, пожалуйста. Просто сейчас за недопуском мы составляем акт о недопуске. Вас Так. переводят на норматив по постановлению 549 до того момента, пока не будет произведена проверка газового счетчика. Вот так. Так как это газоиспользующее оборудование, и оно огнеопасно. Я так понимаю, что вы И не что? допускаете. Ну у вас документов никаких нету. У нас документы есть. У нас документы есть, мы вам их показали, вы сняли их на камеру. Я не знаю, как вам еще объяснять. Вы удостоверения, у вас доверенности никаких нету. Доверенности у нас и не должно быть. Не должно быть. Должно быть. Нет. Должно быть. Ну, вы так хотите, а у нас есть закон. Я вам показала паспорт свой, все показала. Так, ребята, а вы представляйтесь, пожалуйста. Мне вообще без разницы. В смысле без разницы? А что вы делаете? Я просто А что вы делаете? Кто вы такой? Фамилия, имя, отчество ваше. А почему вы свидетели указываете, что делать с работником? Потому что нам нужны свидетели о том, что вы нас не допускаете. Нет, подождите. Газовым прибором. То, что не допускать, это одно. Вот. А почему у вас сотрудники не представляются? Документы же вам. Нет, ну у вас работники не представляются же. Это работники Зеленокумск райгаз.
Как вас зовут? Вы не знаете, как вас зовут? Нет. Очень интересно. сказали. Очень интересно. Нет, вы вас не сказали. Так, а будете представляться? Нет. Не будете, интересно. Дежурная часть Лученко. Добрый день. Значит, неизвестные люди собираются лезть к газовой трубе. Представляться не собираются, поэтому прошу приехать и... Вы кто, ваша фамилия? Малярчук Андрей Анатольевич. Еще раз имя отчество. Андрей Анатольевич. Где проживаете? Зеленокумск? Они к вам лезут на трубу? Да, они уже приехали. Они кто? Кто? Ну, сотрудники Зеленокумского райгаза. Ну, Так. и что они делают с трубой? Ну, собираются ее отрезать. Вот. Почему? Ну, Ну, за то, что я не... Ну, приедете, я расскажу. За то, что вы не платили за газ, так получается? В смысле не платил за газ? Ну, У них для всё- чего они за вам? газ все оплачено. А почему они отрезают? Ну, давайте вы приедете, на месте будете все составлять. Ну, вы мне объясните, я приму решение, кого туда отправить. Так, ну, значит, смотрите. Документов от организации они своих не показали. Никаких. Кроме пропуска на свою территорию. То есть у них нет ничего. Вот. Их монтеры представляться не собираются. Вот. Поэтому прошу всех, так сказать, переписать, кто это такие. Потому что мне они не собираются представляться. Ну, значит, не посчитали нужным они вам представляться. Сейчас Как это не что по 9 разберется. Да, хорошо. Так, ну-ка. А вы? Вы что-то хотели еще? А вы что хотели? Я вообще с вами разговаривала только что. И что? Подожди минуточку. Я с вами разговаривала только что. Мне надо норматив, а не допуски, так как вы не допустили сотрудников. На норматив я буду приведен? Да. А зачем ребята приезжали? Я вам объясняю, вы будете переведены на норматив. Какой норматив? Я с вами разговариваю, вы меня даже не слушаете. Вы ответьте на вопрос, зачем приезжали монтеры? Вы с монтерами, если у вас были вопросы, разговаривайте с монтерами. Я уже с ними объясняю. разговаривал, вы видели, как они отвечают? Они слушаются Это не только ко вас. мне. А вы Это не кто? ко мне. Вы у меня Вы контролер, правильно? удостоверение. Вы у меня все посмотрели. Я вам все объяснила, мужчина. Вы просто Объясняю. контролер, почему тогда они только вас слушают? Вы меня слышите? Вы слышите Это только ваша себя. машина? Моя машина вот. Вы, А это кто? Кто? Это второй контролер, который тоже вы его видели. И вам тоже предоставлено было удостоверение. N701K. Вы меня поняли, хоть что я вам объяснила? Что раз вы получили уведомление и не допускаете сотрудников проверить ваше газовое оборудование, слесаря приезжали, так как у вас тоже не сделано ТО. То же Как это самое. не сделано? Ну вот Сделано. так, у вас ничего не сделано. Вы не допускаете сотрудников. Это опасное газоиспользующее оборудование, и оно обязано проверяться. Вы документы видели? Все проверено было. Вы меня слышите, что я вам говорю? Но вы документы Я вам смотрели? документы Вы из региона предоставила, газа? Да. Ну, Я вам пана- объясняю. То, что было вы всё написали, сделано. что вы там в СССР еще не переходили в Российскую Федерацию, это не ко мне вопрос, это уже... Ну а ваш Да, директор да. когда будет отвечать? Это все к директору. Я к вам приехала по вашему уведомлению, которое вы подписали. Которое а почему вы ваш директор получили не на отвечает? почте. Ну это к директору Ну обращайтесь. вы от директора работаете, почему вы Я не документы на от директора директора? работаю, я работаю на Газпром Межрегионгаз. Поэтому а не от на вас директора. должны... Ну, у вас у Газпром Межгаз есть директор, Если у вас правильно? есть вопросы какие-то к директору, обращайтесь по этому вопросу. Вы к действуете директору. от его лица, правильно? Я действую от Газпром Межрегионгаз. а не Тогда от документы директора. давайте. Я вам объясняю, я вам документы предоставила. Вам Это не что документы. еще? Ну, это для Доверенность вас я не уже документ, сказал. А для меня это документ. Ну, как Вы это меня для вас? поняли, Вы что в я каком вас государстве поставила в живете? известность. Паспорт Российской Федерации вам был тоже предоставлен. И что мужчина. паспорт государства? Вы от своего лица будете, когда будете действовать? Удостоверение А у когда меня для будете этого от своего есть. лица действовать, Мужчина, будете вы показывать поняли, что я вам паспорт. объяснила? От подписи вы Вы отказались. поняли? Уведомление. Передайте своему директору Не буду все. ничего передавать, я вам не Знаете, вы передачу. на компанию Я вам работали или объясняю. что? Вы получили уведомление, мы к вам Вы же приехали. 10 раз объясняете это Ну всё. вот вы, может, до вас это поймете, вы или Вы нет. будете, вы собираетесь мое слушать или нет? Я вам объясняю, я приехала, Вы вы ничего опять слушать не меня не собираетесь. допустили. Вам будет В по смысле, почте. опять вы не допустили? Второй раз вы не допускаете сотрудников. Вам будет Второй направлено раз, всё уведомление верно. по почте, и вы будете переведены на норматив.
Все понятно. Вы на мои письма будете отвечать? Или Я будете не- продолжать Я игнорировать? некомпетентно отвечать на ваши письма. Тогда зачем вы приезжаете? Объясняю, провести у вас проверку. Вы хотя бы слышите? Вы что документы вы говорите? должны показывать, если на работу от организации. Документ я вам показала. Вы его снимали, вы Так. его фотографировали. Паспорт я Нет, не вам фотографировал. предоставила. Ну вы частное лицо. Поэтому у меня есть вот это удостоверение. Удостоверение на что дает Во-вторых, разрешение? у вас есть на пропуск? письмо, которое мы вам отправляли. Вы на которое не реагируете опять. Вы не реагируете, ваш директор не реагирует. Мужчина, это без толку все разговаривать. Не, понимаете, у вас вы как? Я вам Сами от себя, объяснила. что ли? Я вам все объяснила. Вы не реагируете. Я вам все объяснил Письмо про было вашего директора. направлено. Чего вы повторяете одно и то же? Да потому что что вы У вас спрашиваете? директор будет работать или нет? Езжайте к директору, если у вас есть вопросы. Ну вы его вопросов. сотрудник, почему я должен к нему Я ехать? свою работу выполнила. У вас работа не частного лица. 9:00. У вас работа не частного В вашем лица. уведомлении было написано 9:00. В вашем Вы уведомлении, его это не мое получили. уведомление, это ваше Вы- уведомление. Это ваше уведомление. Мое Ваше на уведомление. работе. Вы в 9 часов опять не допустили сотрудника. Потому что у вас опять ничего нету. И вы расскажете сказки, что вы работаете от У меня 40 есть, у меня это что положено. Этого иметь с недостаточно. собой. Но это для вас недостаточно. Это для вас недостаточно, вы работник Объясняю. организации. Вот я работник организации, я имею то, что в моей организации положено иметь с собой. Не Это все. во-первых. Ну, вы, наверное, сотрудник нашей организации, вы, наверное, знаете, что должны иметь с собой. То, что вы посмотрели в интернете, что вы из СССР не перешли в Российскую Федерацию, ну, извините, это уже не мои проблемы. Ну, у вас есть конкретно по Я вашей, вам по вашей объясняю, работе вы используете проблемы. газоопасное оборудование. И вы, Газоопасное да, оборудование. да. Какие у вас изречения А как интересные? вы хотите? Вы соседей можете взорвать, вас никто не Я не проверял. знаю, что вы можете сделать, понимаете? Поэтому Вас тоже надо у бы меня проверить. приходит допуск, я прекрасно пускаю людей. Разбирайтесь с которые обязаны это этим, смотреть. разбирайтесь со Всё. своим директором Я все. с директором ничего разбираться не буду, это не моя компетенция. Если у вас есть Подожди, а вопросы, какая у вас вообще тогда компетенция, в проверить принципе? ваше газоиспользующее оборудование. Да, и предоставить документы все. Я вам их предоставила. Вы не предоставили все документы. Это вам так хочется. Я смысле перешла в хочется? Российскую Федерацию, в отличие от вас, извините. А как вы это можете подтвердить? С паспортом Российской Федерации. Паспорт Российской Федерации Да, подтверждает ваш переход? да. А у вас это нет. А у вас от организации чем-нибудь есть? Ну-ка, давай, да. Эй, куда? Н700, 777 КТ. Здрасте. Здрасте. Вызывали? Да, вызывали, но они все разбежались. Сейчас что-то подойдет. Хорошо. Ну что тогда, давайте что-нибудь составим или как? Ну сейчас вот подойдет. А это машина Пескова? Ну да, подъехал. Пошлите в Тюмень. Сейчас, секунду. Так что случилось вообще? Ну, значит, приезжают сотрудники Регионгаза и Межрегионгаза. Вот, без документов, в очередной раз. Вот. Ну и грозятся отключением. Как только, так сказать, они полезли к газовой трубе отключать, я позвонил в полицию, они разбежались. Для сведения, да, вы сообщили в полицию? Обязательно, Что? конечно. Я понял. То есть, в прошлый раз, значит, кто эти были? Сотрудники электросети. Составили фиктивный документ без свидетелей. У этих были свидетели, но все сотрудники Зеленокумскрайгаза. Обращаться. Андрей Анатольевич можно просто поехать. Вот. Так что документы они никакие не предоставляют, они показывают свои бессрочные свидетельства, ну, эти удостоверения. Вот. И все. Веришь, показываешь? Удостоверений недостаточно. Они работают, это организация. То Вы есть так же, имеете в как и виду вам документы нужно. решения суда или что-нибудь такое? Вам тоже нужна доверенность. 115 приказ колокольчика. Вы не знаете? Как это доверие? Я уже назвал это в определении. Когда ходит участковый обход делает, достаточно удостоверения, не надо никакой доверенности, понимаете? Должна быть. То есть у вас тоже ни у кого нет, да? Конечно нет. Нет. У нас Ну, есть видите, удостоверение, Естественно. пожалуйста. И Могу никакого продемонстрировать. приказа такого нет, как это говорится. Томашко Сергей Витальевич. Тут достаточно информации. Нет. То есть у вас должна быть доверенность. Вы посмотрите 615 приказ. Ладно, О мы чем сейчас не мы будем об этом. О том, что у вас у сотрудников полиции должна быть доверенность. Мы сейчас об этом не будем. Ну хорошо, об этом не будем. Давайте, так сказать, по сейчас, поводу по этому всё. факту. Вы что хотите по этому факту? Чтобы вы зафиксировали. Зафиксируем. Да, То есть обязательно. просто нам сам факт чего? Вы хотите
какой-то уголовной Деятельности. ответственности? Или вы Деятельности организации. сообщили для сведения, да, чтобы мы как бы... Вы должны знать, как они работают. Я понял. Понимаете? Мгм. Вот я, например, написал письмо, значит, заявление в прошлый раз по электросетям. Мгм. Вот. Но уже 2 недели ответа нет. Я так понимаю, 30 дней они. 30 дней они надо будет рассматривать. Ну, по крайней мере, никто не приезжал. А да. где они хотели отключить? Покажите. Ну, где точка есть, там они отключают. Ну, отрезают они. Отрезать где? Вот это ваше? Нет, вот, значит, это все женщины. Вот, значит, Приставов не было? нет, приставов нет. Да их еще рано. Да. Вот, значит, Съемку не ведете? веду, конечно. Я просто сразу вам говорю, как сотрудник полиции, если это видео попадет в сеть. Оно я против. попадет. Я Оно против. попадет. А вы знаете, что это ответственность? Ну, Если он в средства массовой информации попадает. Это все обнародую. У меня в этой ответственности нет. У меня есть Все, конституция. хорошо, я понял. Вы мне угрожайте, пожалуйста, не надо. Я не угрожаю. Ну Я вот. просто предупредил. Все. Значит, дальше на чем остановились? Ну да, то есть я жду расследования по прошлому факту. Вот. Значит, монтёры вообще не представляются. Просто на отказ. Представляете? То есть Удостоверение показывают же? это контролерша. Леша показала, да? Да. А они не показывают. Они его даже имя не называют. Знаете? То есть они как бы действуют от себя, то есть она приходит с паспортом. Собирать будем тогда материал, чтобы разговаривать. Ага. Вас предупредили насчет съемки? Да, Что если будет выложено, будете привлечены. будет выложено, я вам сразу говорю. Будете привлечены. Образование какое у вас? Сообщите мне, кто мне, пожалуйста, угрожает по этому поводу. Я вас не угрожаю, предупреждаю, что будете привлечены. Ну, вы представьтесь, По законодательству. вы, пожалуйста, представьтесь. Участковый полномочный, Дубовик Вячеслав Юрьевич. Дубовик Вячеслав Юрьевич. Образование какое у вас, скажите? Выше. Работаете? Где-нибудь? 51 статья. То есть не Пропускаем. будете ничего давать показания? Нет, вот такие показания, которые там... что-нибудь. Семейное положение, Семейное телефон. положение, то есть телефон, пожалуйста, телефон есть, записывайте. Что сегодня было, рассказывать? Значит, сегодня приехали сотрудники между Сколько это было? 9 утра. Приехали к вам сюда, да? Да. На 4 машинах, то есть запарковались вот прямо по всему периметру. У каждой машины есть, знаете? Иномарка. Так, сколько их было? Значит, 4 машины, по каждой женщине в одной. 4 иномарки. Четыре женщины было? Да, 4 женщины, у каждой машина. Иномарка. А мужского рода были люди? Мужского рода были монтеры из Зеленокумска райгаза. Сколько их было? 2 человека. Человек. Да. Ну, на рабочей машине, понятно. Монтеры из Крайгаза, да? Зеленокумск райгаз. То есть совершенно 2 разные фирмы. Переписок, вот, значит, на мои письма они не отвечают, они только свои присылают. Что хотят. Или отвечают вообще не по вопросам.
Вот. А последний раз они мне прислали уведомление, что, значит, мы назначаем вам встречу на допуск контролеров. Вот, встреча была назначена на сегодня. Они Ну, явились. сегодня они вам назначают встречу, да? Сегодня назначают встречу, да. Но является также без документов. От организации. Подождите, а встречу как, здесь должна быть или где? Ну, они же собираются у меня прибор проверять. Значит, они ко мне приедут. Значит, на сегодняшнее число, да? Да. Крайгаз? Обе компании. А, обе, и Крайгаз, и... Зеленокумск. Нет, ну, правильно называйте. У них название Зеленокумск Крайгаз. Крайгаз и еще? Межрегионгаз, Ставрополь, филиал в Советском районе. Вот они пришли, дальше что было? Значит, смотрите, на мои письма, требования документов, они не отвечают. То есть они могли бы мне так и где документы прислать, правильно? Но они их не прислали. Значит, я думаю, наверное, привезут. Не привезли. Точно так же. Приехали со своими удостоверениями бессрочными. Вот. Стали С угрожать. какими удостоверениями? Бессрочное удостоверение. Бессрочное удостоверение контролера. В данном случае это сотрудники Межрегионгаза. Межрегионгаза, да? Межрегионгаза. Дальше что? Так, напомню, что директор один и тот же человек в двух компаниях. Обязательно укажите это. Это один и тот же человек. Фамилию знаете? Колесников. С которым заключен договор. И действует он по доверенности. В договорах это прописано. Колесникова инициалы. Я, к сожалению, сейчас не, чтобы не соврать, да, то есть первое помню, второе не помню. Действует по доверенности, он в двух компаниях работает директором, но даже копии не собирается предоставлять. То есть письма мои игнорируются. Просто. Тоже копия, да? Даже копии, вообще ничего. Да, на Васильевский. Приехали контролерши и стали угрожать. Что, дескать, мы вас предупредили. Вот. Угрожать это каким образом? Мы вам прислали письмо заказное. Вы прочитали. Вот. Если вы нас не пустите, мы отрежем вам газ. И тут подъезжают как раз ребята на машине. Вот. Отрезать газ они... Почему они хотели отрезать газ? Потому что я не пустил контролерш без документов. Потому что ни разу не пустили. Второй раз. Второй раз приезжают, а вы не пускаете, да? Да. То есть они считают, что со своими пропусками они будут везде заходить. При себе имеют только паспорта. То есть действуют как частные лица. А эти удостоверения вы говорили? Ну, удостоверения. Это Ну, были же точно не все. какие-то... Ну, были удостоверения, да. Это недостаточно. То есть прав от работы этой организации они не предоставляют. Как Колесников кому передоверяет, какой компании, кто выполняет и так далее, все это остается неизвестным. Свидетели представились еле-еле именем отчеством. Свидетели какие? Из Межрегионгаза. Свидетели. То есть их же сотрудники. Все женщины. Я так понимаю, абонентский отдел здесь приехал. Что-то записали? Сейчас.
также с паспортами они были вот эти, да? Свидетелей не знаю. Контролеры. Максимум только имя, отчество представились и все. Контролеры. Контролеры были с паспортами, да. Вот. Значит, молодая из них, которая в прошлый раз приезжала сама, вот, мне сообщила, что фирма своими правилами позволяет ей показывать доверенность только если она отправляется в село. Письменно никто мне так не ответил. То есть чем село отличается, так сказать, от города. То есть туда им разрешают доверенности показывать, а тут, значит, нет. Так, еще раз, что вы сказали, сейчас еще раз повторите. Про село записали. Про село нет. Межрегионгаз разрешает показывать доверенности только когда она едет в село. Письменно полный игнор. Ничего не предоставили, дела. Вообще не отвечает ничего. Понимаете? Даже вот эту фразу. То есть что-то мутят. Теперь они перешли вот на то, Так, что... что ли, они хотели отрезать газ? Да. Хотели, да? Вы же приехали. Приехали. Приехали там с монтерами отрезать. Вы им сказали, что вызовете полицию, да? Да, я вызову полицию, да, вот, значит, я зашел за ворота, так сказать, что там, они не шумели, они целой толпой собирались. Нет, подождите, надо про монтеров сказать. Монтеры абсолютно не представились. То есть им контролерши командуют, что им делать. Что, например, не отвечать на мои вопросы. Вот, вообще никак. Вот. Но они напрочь отказываются. Хотя в форме Зеленокумской газы. Вы у них требовали? Чтобы... Конечно, требовал, естественно. Хотя бы и ФИО. Да? Даже так не представляют. Вообще не обязаны, да. Тоже работники. Это уже вторая фирма. Это Зеленокумскрайгаз. Понимаете? То есть работники Межрегионгаза приказывают Зеленокумскрайгазу. Это другая фирма. Другая фирма приехала, понимаете? Какие документы не предоставили? Вообще ничего. То есть и ведут себя нагло. То есть ты никто. Чтобы мы тебе что-то... Копии договора, родственников, допросы тоже. Так, есть. Так, значит, я вызвал полицию. Вот. Вы сказали, что вызовете полицию или как? Вы предупреждали или просто сами вызвали? Я сам вызвал. Они догадываются. Вот. И они разъехались. Все разъехались, да? Разъехались, кроме контролерши. 2 контролерши стояли, ждали. Я думал, ждали полицию. Подошел к одной из них, главная, которая, самая умная. Это не молодая там. Она в другой иномарке, у других ворот. Не у меня, а вот там. То есть так по периметру они все стоят. Вот. Значит, она мне стала говорить, что мы не приехали отрезать уже, понимаете? Мы всего лишь приехали вам сообщить, что ваши показания будут пересчитаны по нормативам. О, как. Да. Никаких документов от единственного директора в 2 компаниях она не предоставила. И вообще меня отправляет к ним лично что-то выяснять. Когда у меня есть письма, которые я написал. Есть, собственно говоря, договор. Тоже ничего. То есть свои документы они игнорируют абсолютно. При этом вообще абсолютно. Вот. При этом сообщает, что она работает от Межрегионгаза, то есть она понимает сама головой, что она работает от организации. Вот. Но кроме законов, точнее правил Межрегионгаза, для нее других законов не существует. Гражданского кодекса для нее не существует. Мои письма она видела лично. То есть, я так понимаю, наверное, должен быть юрист компании видеть и директор, на чье имя отправляется. Ну, максимум секретарь. А секретарей у них, кстати, нет.
Вот. Но она лично эти письма читает. Ну, так сказать, между строк, в электросетях точно так же делают. Мое письмо, которое я им отправил на имя директора, принесли, отдали контролершам, чтобы та всучила мне обратно это письмо мое. С фразой «никто ничего отвечать не будет». После того, как я обратился в прокуратуру, мне ответили. Не по существу, но ответили уже. Это другое дело, это так, между строк, как они работают. Все. И, как бы усмехается. Она вам сказала. Конечно. И усмехается над тем, что сказать, что вы там пишете, никто отвечать не будет. И выясняйте все с директором. Представляете? С директором выясняйте. А она просто выполняет свою работу. Но от организации должны быть документы. Я уверен, что они у них есть. Вот. Просто они хотят уйти безответственно. Так не пойдет. Я просто смотрю, что данная схема распространена в 2 компаниях. То есть наблюдаем интересный факт. То есть если ты гражданин, то с тебя снимут все документы. Вот еще что интересно. Значит, она говорит, что, так сказать, я читала ваши документы, что вы, значит, гражданин СССР, а она, значит, приняла гражданство Российской Федерации. И что у меня нет гражданства, сейчас, секунду, значит, что у меня нет гражданства России. По данному факту сейчас Потому что у меня нет паспорта, представляете? То есть, если паспорт же есть, так у них тоже во всех компаниях есть мой паспорт. Представляете, что она несет? Без паспортов. Так? Ну, может, они и были, но они отказались предоставлять их. И монтеры тоже. Монтеры не хотели отрезать газ. Это угрозы от Межрегионгаза. То есть Зеленокумский газ не угрожает отрезанием газа. Я пишу, что они не представляли никакие документы и вели себя нагло, правильно? Это, монтеры. Монтеры. Вообще все но они действуют по указанию Межрегионгаза. Что им приказывают. Нет, они не могут им приказывать, другая компания. Вы же говорили, контролеры им указания дают. Да, но это другая компания. Это я понимаю. Нет, должно быть указано. Что они другая компания. Правильно? Да, и что с директором я должен лично разбираться. Вы с ним лично разбираетесь с директором. Хотя она работает на него. Вообще, что с словесными угрозами в адрес или с какими-то? Нет, есть письменные, то есть у них они письменно формулируют выдержки, то есть из своих нормативных актов компании, что они отрежут газ. То есть, это угрозы. Напишите с угрозой отрезать газ в моем доме. Там написано так, при остановке... с угрозой при остановке. Поставки газа. В моем домовладении. Да, что есть группа компаний, которая, манипулируя статьями, действует, то есть они действуют как работники. Я вас услышал. Но привлечь их нельзя будет, если они это сделают. У них нет документов. Заявление что-нибудь еще будет? Да, значит, что прибывшая группа полиции и не знает про доверенность. И 615